Здравствуйте, друзья! Не зря Первый канал решил перенести интервью Этери Тутберидзе, тем самым подогрев к нему интерес. Сначала мы думали, что будут обычные вопросы об успехах, планах, любимой еде, но интервью оказалось куда более огненным, а последствия его будут аукаться в российском медиапространстве еще не одну неделю. Здесь были и слезы, и откровения, и критика, коснулись и олимпийского сезона Медведевой, и Евгения Плющенко, и многого другого. Ну а самое интересное мы собрали в нашем видео. Этери Тутберидзе рассказала об олимпийском сезоне Евгении Медведевой. Напомним, одна из главных претензий к Тутберидзе заключалась в том, что Евгении оставили старую программу, которая проигрывала по сложности программе Алины Загитовой. Этери Георгиевна вспомнила, как Медведева в интервью заявила, что умоляла тренерский штаб поставить новую, технически более сложную программу. Это неправда, она вышла со льда в Братиславе и, надевая чехлы, сказала: «Я больше эту программу не поеду», рассказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. Прямо с самолета позвонили Даниилу Глихенгаузу, сказали, чтобы ставил новую программу, однако многие факторы помешали ее подготовить. Потому что вместо того, чтобы готовиться к сезону, Женя летом объездила все японские шоу, потом игра с весом, так как кто-то ей сказал, я даже знаю кто, что она выглядит анорексично, и из-за этого у нее будут маленькие компоненты, хотя уже тогда были десятки за них, рассказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. В итоге Этери Георгиевна заявила, что в подобных обстоятельствах они сделали все, что могли, а в целом, вспоминая реакцию фигуристки после игр, Тутберидзе сказала, что надо ценить то, что имеешь, ведь далеко не каждый спортсмен может выиграть серебро Олимпийских игр. С Евгенией Этери Георгиевна была очень близка, почти как мать и дочь, но после этого случая Тутберидзе старается не допускать подобного со своими учениками. На вопрос журналиста о том, требовала ли Тутберидзе извинений у вернувшихся фигуристок, тренер ответила, что нет, ведь это бы их унизило, а люди даже у родителей зачастую не просят прощения. Когда же журналист спросил, как она относится к тренерам, которые переманивают фигуристок, приведя в пример Евгения Плющенко, Тутберидзе спросила: «А он есть? У меня нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Здесь вопрос уже, конечно, от спортсмена, от доверия и понимания. Если доверия нет, ему позвонили или написали», рассказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. В продолжении темы Этери Георгиевна рассказала, что сама очень часто видит, что многим фигуристам могла бы дать больше, чем они получают у других тренеров, но никогда не перешагивает грань. А касательно ухода своих фигуристок, Тутберидзе сказала, явно намекая на ангелов Плющенко: «Если ты позвал, ты где-то обязан уже. Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем был», рассказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. Этери Георгиевна вспомнила и про Елизавету Туктамышеву, заявив, что некоторое время назад не могла понять, почему фигуристка не прыгает четверные прыжки, так как увидела, что они возможны у Елизаветы, но мысли пригласить ее в группу даже не было из-за тренерской этики. Сергею Розанову, бывшему тренеру «Хрустального», перешедшему в свое время в ангела Плющенко, вместе с Аленой Косторной тоже досталось. Этери Георгиевна заявила, что не хотела в свое время брать Сергея в команду и назвала его снобом. Он еще ничего не умел, но был очень самоуверенным, думал, что он обязательно добьется результата. Со слов Тутберидзе, Розанова очень многому научили, а когда отпустили, он сказал, что ему было скучно в «Хрустальном». Этери Георгиевна вспомнила, что когда Александра Трусова уходила, она сказала, что хочет сменить картинку. Правильно это или нет, но в тот момент тренер почувствовал себя декорацией. На вопрос журналиста о том, как она относится к тому, что ей завидуют, Этери Георгиевна ответила, что и сама раньше завидовала. Мечтала, чтобы ее спортсмены приезжали на соревнования за победами. Но главное, чтобы зависть была без злости. Бывает, что гадость, сплошная гадость из них изливается. Им надо задуматься о своем здоровье. Мне кажется, это плохо на здоровье скажется. Сколько в них желчи, рассказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. Вспоминая родителей и отвечая на вопрос о том, что бы она им сказала, если бы могла вернуться назад, Этери Георгиевна не смогла сдержать слез и, сделав большую паузу, с трясущимся от волнением голосом сказала: «Мы не умеем ценить, что имеем, воспринимаем все как должное», рассказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. Этери Георгиевна не часто дает интервью, а такие продолжительные и подавно. По ее редким фразам у многих сложилось впечатление, что она строгая, бесчувственная и жесткая. Недаром Тутберидзе называют снежной королевой, однако в данном интервью видно, что чувство ей не чуждо, и она очень многое переживает и пропускает через себя. Она всегда следует своим принципам, невзирая ни на что. В спорте готова горой стоять за своих спортсменов, но от них требует максимальной отдачи. И фигуристы это чувствуют.
Недаром многие из них, подобно Камиле Валиевой и Аделе Петросян, так тепло отзываются об Этери Георгиевне Тутберидзе.